Добрый вечер, господа! Сегодня мы продолжим рассказывать о том, о чем хорваты учат в средних школах о других славянах. Для тех, кто еще не посмотрел предыдущие части, советую это сделать, так как там можно услышать много занимательного. А это необходимо и потому, чтобы понять всеобщую обстановку того, о чем рассказываю. Мы продолжим обзор учебников для гимназий. В конце 2 класса гимназии, то есть когда нам лет 16-17, мы еще один раз слушаем о былом России и Польше. Тем, кто изучает хорватский язык, советую нажать на паузу и прочитать текст на хорватском языке. Это, собственно, то, о чем я буду рассказывать, что буду пересказывать. Итак, из нового абзаца мы узнаем, что после того, как Россия освободилась от монгольской власти, ей правили бояре. А только лишь у Ивана IV получилось создать сильную центральную власть. Иван провозгласился царем. Он строил власть, опираясь на новых бояр. Он пытался завоевать выход к берегу Балтийского моря, причем его армия, пользуясь средневековыми методами вождения войны, потерпела несколько тяжелых поражений. И на этом о нем все. Но с того, что я помню из своего образования, об Иване Грозном мы все-таки говорили больше. Услышали об его прозвище и о том, почему он его получил. Учили об опричниках. Положительных моментов с того, что я помню, мы не упоминали. Вернемся к этому учебнику. Дальше мы узнаем, что в начале 17 века власть в России перешла в руки Михаила Романова, чьи потомки правили Россией вплоть до 1917 года. Он и его наследники значительно расширили владения России от Балтийского моря до Тихого океана. На этом абзац и заканчивается. Больше о Российской империи мы учим только в 3 классе гимназии, когда нам лет 17-18. В следующем абзаце коротко говорится о событиях в Прибалтике. Кризис на этих просторах вызвал рост силы Швеции. Ее империалистические желания быстро привели к войне с Польшей. В эту войну включилась в 1700 году и Россия и завоевала для себя выход к Балтийскому морю. Про Польшу мы узнаем следующее. До Хатинской битвы, которой Польша прославилась по всей Европе и стала вдохновением для многих, в том числе и для хорватского писателя и любителя славянского мира Ивана Гундулича, до этой Хатинской битвы Польша считалась полузависимым государством, а после этой битвы она начала свое более агрессивное наступление на европейской политической сцене. Постоянно воевала со Швецией. В 1684 году стала частью Священной Лиги вместе с Габсбургской монархией и Республикой Венеции. Это был союз создан для противостояния Османской империи. Организатором союза был Папа Римский. К Священной Лиге позже присоединилась и Россия, желая получить выход к Черному морю. Но вскоре началась война между союзниками – Россией и Польшей. И на этом, уважаемые господа, все для конца 2 класса гимназии. Удивительно, что вообще не упоминаются смутные времена в России, времена Бориса Годунова и завоевания поляками Москвы, Лжедмитрии и так далее. На мой взгляд, в целом информации маловато. И опять же, ни слова о межславянских контактах и событиях, которые отразились на истории Хорватии в том числе. Зато очень детальное изучение истории западных стран, которые к нам не имеют никакого отношения. Так что, повторно скажу, информации о межславянских связях и событиях, объединяющих истории всех славян, маловато. Но о них, дорогие господа, даст Господь Бог, вы сможете узнать на нашем вещальнике, на нашем канале, в будущих зривах, в будущих видео. Поэтому, чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. И в конце вопрос для вас. Как вам кажется,
Учим ли мы в хорватских школах достаточно о других славянах? Учите ли вы больше, например, о хорватах и других славянах? На этом я с вами прощаюсь. До следующего раза.